Архетип, метафизические желания в анальном векторе, состояние мир, забота и сохранение женщин и детей. И это сбор и передача информации во времени. В состоянии война. Это нас отрывает от животного мира, они ничего не передают. Никаких навыков, никакого опыта. А мы собрали опыт и передали в следующее поколение. И поколение уже несет свой опыт плюс наш. Вон сколько знаний у нас сегодня. А? Благодаря кому? Благодаря анальным басям. Начинают первые были пещеры, саванны. Читали книжки. Лучшие ученики в школе. Усидчивые. Любим учиться. Учиться – наш позыв, внутреннее желание. И когда мы видим анальный человек, не любящий учиться, беда. Это наша сущность, свойство нашей сути. Любим читать. Вы не думаете, что так много людей любит читать. Есть 3 вектора из 8 читающих: анальный, зрительный и звуковой. Остальные не читают. Упаси Боже, я кожный человек, буду книжки читать. Да? Зря время тратить. Мне за это деньги не платят. Чем это тебе помогло, что ты книжки читаешь? Ну вот ты прочел 10 шкафов книг, как любой нормальный анальный человек. И какая у тебя зарплата? Ты даже кожаную куртку продать на Черкизоне не можешь. Только себе в убыток. А я ни одной книжки не прочитал. И с 8 класса выгнали. Ах, как торгую! Лучше все, и кто из нас умный, кто дурак. Вот так мы, кожники, говорим с анальниками. А мы усидчивы. Мы читаем, научимся, зазубрим, если надо, вырастем и детям нашим знания это передадим. Как было в старину, как было в прошлом, как охотились, как воевали. Природа нам дает видовую роль на исполнение через наши желания. Психически скрытый в бессознательном. Это и есть сущность нашего «я», нашей жизни, врожденная. С этим «я» мы рождаемся и уходим из жизни. Ничего не меняется, кроме внутри этого «я», этого вектора, этого желания, развитость или нет, реализация или нет, социальная и сексуальная. Больше ничего. Когда природа дает задание кожнику охотиться за мамонтом, она ему дает точность, быстроту, скорость, способность к ощущению траектории полета пули или стрелы с копьем. То есть наделяет всеми свойствами для реализации этого желания. И тело такое, и психика такая, чтобы не просто желать, но и исполнить. Когда я анальный человек, мое желание учиться, еще раз учиться, меня наделяют всеми способностями к этому. И в первую очередь памятью. Он все помнит. Он раньше всех помнит себя из детства. Это про нас, про анальных людей. Ну, есть память разная, есть образная память, есть тактильная память на звуки, на запахи. Каждая эрогенная зона несет свою память. Но когда человеки говорят феноменальная память, все помнит, это про нас. Высокий темперамент. Очень мощно развитая память толкает на заполнение эту память информацией. Нас это толкает в реализацию быть ученым. Мы анальные люди, мы собираем информацию, запоминаем и передаем дальше ее. В этом огромная необходимость. Но ничего нового мы не создаем. Создают другие люди новое. Другого типа ученые создают новое. Инноваторы, большой вектор. Помните, новшество, факторный вес. Уретральные люди создают новое. Новые религии, новые идеи ультразвуковики создают. Новые науки. Наша психическая у анальников, наше мышление, которое в быту мы называем аналитической или системной, на входе уже сортирует информацию. Мы единственные такие. Мы внимательно, сосредоточенно воспринимаем ее, но на входе сортируем по ячейкам, по нейронным связикам. Свои это сюда, это сюда, это сюда. Поэтому мы всегда требуем повторить. Повторите, пожалуйста, еще раз. Да. Вот так. Ага, сейчас понял. Повторите, да, спасибо. Можно, я хочу уточнить, это вот сюда положить в голове? Уточняющие вопросы и повторения. Мы так учимся, мы так воспринимаем информацию через уточняющие вопросы и повторения. И также преподаем, уточняя и повторяя. Все остальные нас спрашивают, да что тугодум такой? Да мы уже все кожные записали, уже все поняли, через 2 дня все забыли. 48 часов, все, памяти нет.
Главное успеть за эти 48 часов сдать экзамен. А анальные запоминают на всю жизнь. Не все на всю жизнь. Опыт на всю жизнь. Знания на всю жизнь. Навыки на всю жизнь. Женщина тоже на всю жизнь. Дом на всю жизнь. Дом от отца получила. Он от своего отца, тот от своего отца. А я своим детям передам, а не своим внукам. Мой дом, моя крепость, брак. За каменной стеной, заботливой и бережливой, либо за крепостной, деспотичной и тираничной. Дом у меня тоже весь по ящичкам, весь в полочке. Все на своем месте. Взял, положи на место. Ты куда это швырнул? А ну положи на место. Все должно лежать на своем месте. И в голове, и в быту. Аналитический склад ума, системный склад ума. Все на своем месте. В голове, в быту, в группе, в коллективе и в обществе. Упорядочивай мир вокруг себя. И сами по себе порядочные. Назревать очень порядочный человек. Это наши ключевые фразы, наши ключевые слова, по которым мы определяем друг друга. Не мы говорим, нами говорит психическое. Наше бессознательное говорит нами. Поэтому мы всегда говорим своими ключевыми словами. И по ключевым словам вы всегда определяете, кто говорит с вами. Вы иначе начнете вести и коммуницировать с другими людьми. Комплементарно, то есть подчиняясь законам природы, испытывая при этом большее удовольствие, намного большее удовольствие и меньше страданий.